современном мире, где рациональное мышление, казалось бы, уже вытеснило древние суеверия, тема магии по-прежнему вызывает живой интерес. Однако сегодня мы можем взглянуть на это явление через призму психологии и нейронауки, увидев за мистическим фасадом глубинные механизмы человеческого поведения и взаимодействия. Карл Густав Юнг в своей работе «Психология и алхимия» писал: «Магия – это проекция психических содержаний во внешний мир, где они воспринимаются как автономные явления и могут оказывать обратное влияние на психику. Это наблюдение подводит нас к современному пониманию магии как формы психологического воздействия. Эрих Фромм в книге «Искусство любить» писал: «Жажда власти не вызвана силой, а вызвана слабостью. Это попытка превратить в силу неспособность быть». Эта мысль особенно актуальна в контексте понимания истинной природы магического воздействия. Магия в своей сущности представляет собой не набор таинственных ритуалов или заклинаний, а агрессивное вмешательство в свободу воли другого человека. Это попытка подчинить чужой выбор своим желаниям, контролировать жизнь, решения и судьбу другого человека вопреки его естественным стремлениям. Ирвин Ялом в своей книге «Экзистенциальная психотерапия» подчеркивает: контроль над другими часто является защитным механизмом против собственной тревоги и страха смерти. Это наблюдение помогает понять глубинные психологические корни магического мышления. Современная психология рассматривает магические практики как форму психологического насилия, где манипулятор использует различные техники влияния для достижения своих целей. Роберт Чалдини в книге «Психология влияния» демонстрирует, как древние методы манипуляции трансформировались в современные техники социального воздействия. Виктор Франкл в своей работе «Человек в поисках смысла» утверждал: между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбирать ответ. В нашем ответе наш рост и наша свобода. Эти слова особенно важны в контексте противостояния манипулятивному влиянию, напоминая нам о силе осознанного выбора. Когда мы говорим о магии в современном контексте, речь идет не о сверхъестественных силах, а о вполне реальных психологических механизмах влияния, которые могут оказывать существенное воздействие на жизнь человека. Осознание этих механизмов становится первым шагом к защите от негативного влияния и сохранению личной автономии. В дальнейших разделах мы подробно рассмотрим, как распознать признаки манипулятивного воздействия, понять его механизмы и научиться эффективно защищать свои личные границы от подобного вмешательства. Давайте поговорим об удивительном открытии современных психологов и исследователей, о существовании двух фундаментально разных путей взаимодействия с реальностью. Эти пути отражают глубинную противоположность между созиданием и манипуляцией, между уважением к свободе воли и стремлением к контролю. Первый путь, естественный или божественный, основан на внутренней силе человека как творческого существа. Как отмечал Абрахам Маслоу, человек должен быть тем, кем он может быть. Этот путь включает в себя осознанную постановку целей, творческую визуализацию, развитие личных талантов, следование внутренним желаниям и уважение к свободе выбора других людей. Психолог Михай Чиксентмихай прекрасно описал это состояние. Когда мы находимся в потоке творчества, мы становимся частью чего-то большего, чем мы сами, и это переживание приносит глубокое удовлетворение. Представьте историю Марии, которая мечтала открыть свою художественную студию. Вместо манипуляций и поиска обходных путей она четко сформулировала цель, развивала навыки, создала бизнес-план и постепенно двигалась к своей мечте, привлекая единомышленников через искреннее вдохновение. Второй путь, искусственный или манипулятивный,
основан на стремлении контролировать других и использовать их энергию для достижения собственных целей. Психиатр Скотт Пек точно подметил: зло – это использование власти для подавления духовного роста других. Этот путь характеризуется подавлением воли других, навязыванием чужих целей, использованием манипуляций и эмоционального шантажа, разрушением личных границ. Психоаналитик Карен Хорни подчеркивала: невротическая потребность в контроле над другими является компенсацией глубокого чувства бессилия и неуверенности. Взгляните на противоположный пример. Историю Анны, которая тоже хотела открыть студию, но выбрала деструктивный путь. Она саботировала работу конкурентов, распространяла ложную информацию, манипулировала сотрудниками и создавала токсичную среду. Доктор Мартин Селигман, основатель позитивной психологии, говорит: подлинное счастье проистекает из выявления и развития ваших самых фундаментальных сильных сторон и использования их каждый день в работе, любви, игре и воспитании. Естественный путь ведет к устойчивому развитию, глубокому удовлетворению, здоровым отношениям и подлинному успеху, в то время как манипулятивный путь приводит лишь к временным победам, разрушению отношений, потере доверия и эмоциональному истощению. Как мудро заметил Виктор Франкл, между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве лежит наша сила выбирать наш ответ. В нашем ответе лежит наш рост и наша свобода. Выбор пути творения реальности – это фундаментальное решение, определяющее не только результаты наших действий, но и качество нашей жизни в целом. Помните, что ваш выбор способа взаимодействия с реальностью определяет не только ваши достижения, но и то, каким человеком вы становитесь на этом пути. Выбирайте мудро, выбирайте путь созидания и уважения к свободе воли. Это единственный путь к истинному и долговременному успеху. Давайте поговорим о том, как в нашу жизнь проникает негативное влияние и почему некоторые люди становятся особенно уязвимыми к манипуляциям и магическому воздействию. Как отмечал известный психиатр Карл Юнг, наши психологические раны – это врата, через которые внешний мир может оказывать на нас непропорционально сильное влияние. Действительно, первыми дверями для магического воздействия становятся наши внутренние конфликты и неразрешенные травмы. Представьте человека с детской травмой отвержения. Он становится особенно чувствительным к манипуляциям через принятие и одобрение. Подсознательные контракты и обещания – это словно невидимые нити, связывающие нас с прошлым. Психолог Берт Хеллингер говорил: то, что мы считаем давно забытым, продолжает управлять нашей жизнью через неосознанные клятвы и обязательства. Например, детское обещание «я никогда не буду как мой отец» может неожиданно ограничивать вашу способность достигать успеха во взрослой жизни. Особую опасность представляет увлечение эзотерическими практиками. Психотерапевт Ирвин Ялом предупреждал: поиск магических решений часто маскирует неготовность встретиться с реальными жизненными вызовами. Когда человек начинает верить в быстрые эзотерические решения, он становится особенно уязвимым к манипуляциям. Для понимания секрета магического воздействия нужно понять такие явления, как магнетизм пространства и ассоциативность мышления. Наш мозг естественным образом ищет связи и закономерности, даже там, где их нет, создавая то, что психологи называют иллюзорными корреляциями. Это может сделать нас восприимчивыми к различным формам внушения. Представьте историю Анны, успешного психолога, которая после серии личных неудач обратилась к экстрасенсу. Ее профессиональные знания не уберегли от манипуляций, потому что неразрешенная травма развода создала уязвимость, которой умело воспользовался манипулятор. Психолог Зигмунд Фрейд отмечал:
Бессознательное похоже на большую прихожую, где все психические процессы толпятся, как отдельные существа. В этой прихожей хранятся и наши неосознанные разрешения, данные когда-то в прошлом, слова, обещания, клятвы, которые продолжают влиять на нашу жизнь. Важно понимать, что эти двери не открываются сами по себе. Как говорил психотерапевт Виктор Франкл, между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбирать ответ. Осознанность и понимание собственных уязвимостей – это первый и самый важный шаг к защите от негативных влияний. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном из самых важных признаков присутствия манипулятора в вашем окружении – навязчивом интересе к личной информации. Психологи часто называют это явление информационным вампиризмом, и хотя на первый взгляд оно может казаться безобидным, оно несет в себе серьезную опасность. Известный психолог Роберт Чалдини, изучавший механизмы влияния, отмечает: информация – это власть, и те, кто стремится контролировать других, прежде всего стремятся получить максимум информации о своей потенциальной жертве. Позвольте поделиться с вами реальной историей. Мария недавно устроилась на новую работу. Ее коллега Анна проявляла необычайный интерес к ее жизни. Постоянно расспрашивала о семье, прошлых местах работы, отношениях, планах на будущее. Поначалу это выглядело как проявление дружелюбия. Однако вскоре Мария заметила тревожную закономерность. Любая информация, которой она делилась, каким-то образом использовалась против нее, превращаясь в сплетни, намеки или даже прямое давление. Психиатр Скотт Пек очень точно описал это явление. Манипуляторы собирают информацию не из искреннего интереса к вам, а как оружие для будущего использования. Они подобны разведчикам, изучающим слабые места потенциального противника. Как же распознать такой нездоровый интерес? Обратите внимание на характерные признаки. Во-первых, это постоянные расспросы о вашей жизни, чрезмерное любопытство к деталям, настойчивое желание узнать о ваших уязвимостях, страхах и проблемах. Во-вторых, навязчивое стремление выяснить ваши планы и намерения, будь то карьера или личная жизнь. Особенно показательна реакция такого человека на ваше нежелание делиться информацией. Он может обижаться, обвинять вас в недоверии, манипулировать чувством вины, настаивая на полной откровенности. И самое тревожное – это то, как полученная информация позже используется против вас. Припоминаются прошлые ошибки, создаются интриги, распространяются искаженные сведения. Психолог Дэниел Гоулман предупреждает: эмоциональные манипуляторы особенно искусны в сборе личной информации, которую позже используют как рычаги давления. Они маскируют свой интерес под заботу и дружелюбие, усыпляя бдительность жертвы. Как же защитить себя? Прежде всего, важно установить четкие информационные границы и внимательно контролировать объем раскрываемой информации. Обращайте внимание на то, как используется предоставленная вами информация. И главное, доверяйте своей интуиции, если чувствуете дискомфорт от расспросов. Майя Энджелоу говорила: когда кто-то показывает вам, кто он есть, верьте этому с первого раза. Если вы чувствуете, что человек проявляет нездоровый интерес к вашей личной информации, это серьезный повод пересмотреть границы общения с ним. Помните, ваша личная информация – это ваша сила, и только вы вправе решать, с кем и чем делиться. Здоровые отношения всегда основаны на взаимном уважении к личным границам и праву на приватность. Берегите свое личное пространство и будьте внимательны к тем, кто проявляет чрезмерный интерес к вашей жизни. Давайте поговорим о втором важном признаке токсичного влияния – манипуляциях и контроле. Эти проявления могут быть настолько тонкими и искусными, что порой их сложно распознать, особенно если они исходят от близких людей.
Известный психотерапевт Патрисия Эванс в своей книге «Контролирующие люди» отмечает: манипуляторы – мастера маскировки. Они представляют свой контроль как заботу, а манипуляции как помощь, заставляя вас сомневаться в собственном восприятии реальности. Позвольте привести пример. Ксения познакомилась с Михаилом, который поначалу казался заботливым и внимательным. Однако постепенно его забота начала проявляться в контроле ее общения с друзьями, выборе одежды, распоряжении временем. Если она сопротивлялась, он искусно вызывал у нее чувство вины. «Если бы ты действительно меня любила, ты бы поняла мои чувства». Это классический пример эмоционального шантажа. Стремление диктовать правила часто начинается с малого. Советы по поводу вашего внешнего вида, замечания о том, как вы проводите время, критика ваших решений. Манипулятор действует постепенно, шаг за шагом расширяя сферу своего влияния. Психолог Эрих Фромм писал: «Контролирующий человек боится свободы, как своей собственной, так и чужой. Стремление контролировать других – это попытка справиться с внутренним страхом и неуверенностью». Особенно опасен эмоциональный шантаж и создание чувства вины. Манипулятор может использовать фразы вроде «после всего, что я для тебя сделал», «ты разбиваешь мне сердце своим поведением», «никто, кроме меня, не заботится о тебе так сильно». Эти слова – крючки, на которые ловится наша эмоциональная уязвимость. Изоляция от других людей – еще одна коварная тактика. Манипулятор постепенно отдаляет вас от друзей и семьи, создавая ситуацию, где вы становитесь полностью зависимы от него. Твои друзья плохо на тебя влияют. Твоя семья не понимает нашей особой связи. Такие фразы должны сразу насторожить вас. Доктор Клауд Генри в своей работе «Безопасные люди» подчеркивает: здоровые отношения расширяют вашу жизнь, нездоровые сужают ее до размеров клетки. Навязывание своей воли может происходить через постоянную критику ваших решений, обесценивание ваших достижений, настойчивые советы и указания. Манипулятор стремится сделать вас зависимым от его мнения и одобрения. Как защитить себя? Прежде всего важно осознать, что вы имеете право на собственные решения, мнение и выбор. Никто не вправе контролировать вашу жизнь, даже из лучших побуждений. Установите четкие границы и не бойтесь их отстаивать. Помните мудрые слова Элеоноры Рузвельт: «Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Ваша жизнь принадлежит только вам, и только вы вправе принимать решения о том, как ее проживать». Если вы узнали описанные признаки в своих отношениях, это серьезный повод задуматься и, возможно, обратиться за профессиональной помощью. Помните, что выход есть всегда, и вы достойны отношений, основанных на уважении, доверии и свободе выбора. Важно понимать, что воздействие человека, практикующего магические ритуалы и заклинания, по своей сути ничем не отличается от влияния токсичной личности. Это две стороны одной медали – потеря внутреннего нравственного ориентира и стремление к контролю над другими людьми. Люди, потерявшие связь со своим внутренним компасом, часто ищут силу во внешних источниках, будь то манипуляции, эзотерические практики или прямое колдовство. Это попытка компенсировать внутреннюю пустоту и беспомощность. Токсичные личности, всегда склонные к магическому мышлению, проявляют характерный паттерн поведения. Они одновременно играют роль жертвы и агрессора. Не уважая собственные границы, они не способны уважать границы других людей. Их влечет к эзотерике и магии именно потому, что эти практики обещают быстрое решение проблем и иллюзию контроля над жизнью, своей и чужой. Психиатр Скотт Пек подчеркивает: стремление к магической силе – это всегда признак глубокой внутренней травмы и отсутствия здоровых способов взаимодействия с миром. Именно поэтому так часто можно наблюдать, как токсичные руководители
или члены семьи, создающие культ собственной личности, параллельно увлекаются различными эзотерическими практиками или прибегают к услугам магов и целителей. Такое сочетание токсичности и магического мышления особенно опасно, так как усиливает разрушительное влияние на окружающих, создавая замкнутый круг негативных энергий и манипуляций. Поговорим еще об одном из самых коварных признаков токсичного влияния – идолопоклонстве и культе личности. Это явление может проявляться не только в религиозных или политических контекстах, но и в повседневных отношениях, на работе и даже в семье. Психолог Эрих Фромм отмечал, идолопоклонство – это не только поклонение тому или иному конкретному идолу, а особый способ отношений, при котором человек отказывается от своей независимости и целостности, чтобы подчиниться силе, находящейся вне его. Позвольте привести пример. В одной компании работал руководитель Александр, который создал вокруг себя настоящий культ личности. Он требовал от подчиненных не просто уважения, а безоговорочного поклонения. Сотрудники должны были восхищаться каждым его решением, соглашаться с любым мнением, быть доступными для него 24 часа в сутки. Тех, кто проявлял независимость мышления, он постепенно изолировал и в итоге увольнял. Карл Юнг говорил об этом феномене так. Люди, создающие вокруг себя культ личности, часто компенсируют глубокое внутреннее чувство неполноценности. Чем больше власти они требуют, тем более уязвимыми они являются внутри. Создание зависимости от себя – это особая форма манипуляции. Такой человек стремится стать незаменимым, единственным источником одобрения и поддержки. Он может говорить: «Только я понимаю тебя по-настоящему. Без меня ты ничего не добьешься. Я единственный, кто действительно о тебе заботится». Превозношение себя над другими проявляется в постоянном подчеркивании своей исключительности. Психолог Мэрилин Мейсон отмечает: нарциссическая личность создает иллюзию превосходства, чтобы скрыть глубокую внутреннюю пустоту. Стремление быть центром внимания выражается в том, что такой человек не может выносить, когда внимание окружающих направлено на кого-то другого. Любой разговор он переводит на себя, любое событие рассматривает только через призму своего участия или отношения к нему. Психиатр Скотт Пек предупреждает: опасность культа личности заключается в том, что он постепенно разрушает способность человека к критическому мышлению и независимым суждениям. Как защитить себя от такого влияния? Прежде всего, важно сохранять критическое мышление. Здоровые отношения, будь то личные или профессиональные, не требуют слепого поклонения и отказа от собственной индивидуальности. Помните слова Махатмы Ганди: «Я не хочу, чтобы мой дом был обнесен стенами со всех сторон и чтобы мои окна были наглухо заколочены. Я хочу, чтобы культуры всех стран свободно проникали в мой дом». Эта метафора прекрасно описывает здоровый подход к отношениям, открытость при сохранении собственных границ. Если вы замечаете в своем окружении человека, требующего безусловного поклонения и создающего нездоровую зависимость, это серьезный повод пересмотреть ваши отношения. Помните, что истинная ценность человека не требует постоянного подтверждения и восхищения со стороны других. Ваша индивидуальность, ваше право на собственное мнение и независимые решения – это то, что делает вас уникальной личностью. Не позволяйте никому лишать вас этой фундаментальной свободы, даже если это преподносится под маской заботы или высшей мудрости. Поговорим об особенно опасном признаке манипулятивного влияния – вовлечении в оккультные практики. Часто это начинается с совершенно невинных, на первый взгляд, предложений, которые постепенно могут привести к серьезным последствиям для психического и духовного здоровья человека.
Известный психиатр Карл Юнг отмечал: увлечение оккультными практиками часто является признаком глубокой внутренней неудовлетворенности и поиска быстрых решений сложных жизненных проблем. Позвольте поделиться показательным примером. Елена переживала сложный период в жизни – развод и проблемы на работе. Ее коллега Наталья начала с безобидных советов. «Возьми этот камень, он притягивает удачу. Давай проведем простой ритуал на привлечение любви». Постепенно советы становились все более серьезными. Участие в закрытых эзотерических группах, дорогие обряды на удачу, специальные амулеты для защиты от негатива. Психолог Виктор Франкл писал: когда человек теряет смысл, он становится особенно уязвимым для различных форм магического мышления, обещающих быстрые решения глубинных проблем. Обратите внимание, как обычно происходит вовлечение. Сначала предлагаются простые, якобы безобидные ритуалы, поставить свечу особым образом или произнести определенные слова, возможно, носить защитный амулет. Затем следуют рекомендации по использованию более сложных талисманов и обережных символов или предметов, и часто с подробными инструкциями по их активации и использованию. Особенно коварны советы по привлечению удачи. Они могут включать различные практики, от безобидных на первый взгляд аффирмаций до сложных ритуалов. Психолог Ирвин Ялом предупреждает: вера в магические решения – это форма избегания ответственности за собственную жизнь. Приглашения на эзотерические практики часто маскируются под закрытые группы личностного развития или тайные практики успеха. Манипуляторы умело играют на человеческом любопытстве и желании быть причастным к чему-то особенному. Психотерапевт Скотт Пек подчеркивает: опасность оккультных практик заключается не столько в них самих, сколько в том, что они создают иллюзию контроля над жизнью, отвлекая от реального решения проблем. Как защитить себя? Прежде всего помните, если кто-то предлагает быстрые магические решения ваших проблем, это повод насторожиться. Настоящие жизненные изменения требуют времени, усилий и личной работы над собой. Никто не может прожить жизнь вместо вас. Тот, кто обещает магические решения, лишь отдаляет вас от вашего истинного пути. Если вы столкнулись с попытками вовлечения в оккультные практики, помните, вы имеете полное право отказаться. Ваша интуиция – лучший советчик в подобных ситуациях. Если предложение вызывает дискомфорт или сомнения, прислушайтесь к этим чувствам. Истинное развитие личности происходит через самопознание, работу над собой и принятие ответственности за свою жизнь. Никакие амулеты, ритуалы или магические практики не заменят осознанного пути личностного роста и развития. Еще об одном из самых тревожных признаков негативного влияния в нашей жизни. О странных совпадениях и необъяснимых неудачах, которые начинают происходить после общения с определенными людьми. Этот феномен психологи часто называют токсичным влиянием. Известный психолог Карл Юнг говорил: совпадения – это не всегда случайности. Иногда они являются проявлением скрытых взаимосвязей в нашей жизни. Особенно важно обращать внимание на закономерности, которые проявляются после того, как мы делимся своими планами с определенными людьми. Позвольте привести пример из практики. Любовь заметила странную закономерность. Каждый раз, когда она рассказывала своей коллеге Марине о важных планах или проектах, что-то обязательно шло не так. Будь то собеседование, деловая встреча или личные планы, после разговора с Мариной возникали неожиданные препятствия, отказы или срывы договоренностей. Психолог Эрик Берн отмечал: некоторые люди неосознанно излучают негативную энергию, которая может влиять на окружающих через тонкие механизмы социального взаимодействия. Это проявляется в том, что после общения с такими людьми
Мы чувствуем упадок сил, теряем уверенность в себе, начинаем сомневаться в своих решениях. Особенно показательно появление препятствий в важных делах. Это могут быть срывы договоренностей, неожиданные отказы, технические неполадки, словно сама Вселенная начинает противодействовать вашим планам. Психотерапевт Ирвин Ялом подчеркивает, иногда то, что мы списываем на случайности, является результатом тонкого негативного влияния на наше подсознание. Необъяснимые неудачи часто сопровождаются ощущением, будто вы попали в полосу невезения. Доктор Дэвид Хокинс в своих исследованиях отмечал, негативное влияние может создавать энергетические блоки, которые проявляются как череда неудач в жизни человека. Особенно тревожным признаком является ухудшение отношений с близкими. Токсичные люди часто, сами того не осознавая, создают напряжение в отношениях между членами семьи, друзьями или коллегами. Разделяй и властвуй. Этот принцип работает на подсознательном уровне. Как защитить себя? Психолог Мэрилин Мейсон советует: первый шаг к защите – это осознание. Когда вы замечаете негативные закономерности, начните вести дневник событий, чтобы увидеть связь между определенными контактами и последующими неудачами. Важно помнить слова Виктора Франкла. Между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве наша сила выбирать ответ. Это означает, что мы можем научиться распознавать токсичное влияние и сознательно выбирать, как реагировать на него. Если вы заметили подобные закономерности в своей жизни, примите меры защиты. Ограничьте общение с токсичными людьми, научитесь хранить молчание о важных планах, развивайте внутреннюю силу и уверенность в себе. Помните, что ваша жизнь и ваши успехи зависят прежде всего от вас самих. И, наконец, как говорил Уэйн Дайер, вы не обязаны позволять негативной энергии других людей влиять на вашу жизнь. Ваше благополучие важнее чужих ожиданий и влияний. Будьте внимательны к знакам, доверяйте своей интуиции и не бойтесь дистанцироваться от людей, после общения с которыми ваша жизнь начинает идти наперекосяк. Поговорим о самом важном. Как защитить себя от негативного влияния и манипуляций? В современном мире, где психологическое воздействие становится все более изощренным, умение выстраивать здоровые границы и защищать свое личное пространство становится жизненно необходимым навыком. Как говорил известный психолог Виктор Франкл, последняя из человеческих свобод – это способность выбирать свое отношение к любым обстоятельствам. Эта мысль подводит нас к первому и самому важному шагу защиты – осознанию собственной силы воли и права выбора. Позвольте привести пример. Ксения долгое время находилась под влиянием подруги, которая постоянно вовлекала ее в различные эзотерические практики и манипулировала через чувство вины. Поворотный момент наступил, когда Ксения осознала свое право говорить «нет» и начала устанавливать четкие границы. Она перестала делиться личной информацией, научилась распознавать манипуляции и доверять своей интуиции. Психолог Брене Браун отмечает, границы – это не про то, что делают другие люди, это про то, что мы будем или не будем принимать в свою жизнь. Установление четких границ – это не проявление эгоизма, а необходимое условие здоровых отношений. Особенно важно прекратить делиться личной информацией с людьми, которые могут использовать ее против вас. Карл Юнг говорил, то, что вы отвергаете и подавляете, становится вашей судьбой. Поэтому важно осознанно выбирать, с кем и чем делиться. Избегание оккультных практик – это не просто рекомендация, а необходимость. Психотерапевт Ирвин Ялом подчеркивает, любые магические решения – это форма бегства от реальности и ответственности за собственную жизнь. Развитие интуиции становится мощным инструментом защиты.
Малкольм Гладуэлл в своей работе «Озарение» отмечает: интуиция – это не мистическое чувство, а накопленный опыт, который проявляется на подсознательном уровне. Для развития духовной защиты важно практиковать осознанность в повседневной жизни, укреплять внутренний стержень через саморазвитие, культивировать позитивное мышление, поддерживать связь с людьми, которые вас поддерживают, регулярно заниматься духовными практиками, которые вам близки. Психолог Дэниел Гоулман говорит: эмоциональный интеллект – наша лучшая защита от манипуляций. Развивая способность понимать свои эмоции и распознавать чужие намерения, мы становимся менее уязвимыми для негативного влияния. Когда кто-то показывает вам, кто он есть, верьте этому с первого раза. Ваша интуиция часто распознает опасность раньше, чем сознательный ум. В заключение хочу подчеркнуть: магическое воздействие и манипуляции становятся возможными только там, где мы сами отказываемся от своей силы и права выбора. Ваша жизнь меняется только тогда, когда вы меняетесь сами, а не когда меняется кто-то другой. Помните, что ваша осознанность и твердая воля – это самая мощная защита. Никакие внешние влияния не могут преодолеть внутренний стержень человека, который знает свою ценность и уважает свои границы. Выбор всегда за вами, и сила изменить свою жизнь находится в ваших руках. Поговорим об одной из самых опасных магических практик – вызывании духов и общении с так называемыми духовными учителями, душами умерших или инопланетянами. Это явление требует особого внимания, потому что затрагивает фундаментальные законы мироздания. Известный психиатр Карл Юнг говорил: когда мы пытаемся вмешаться в естественный порядок вещей, мы рискуем нарушить тонкий баланс между сознательным и бессознательным, что может привести к серьезным психологическим последствиям. Вселенная работает по точным и неизменным принципам. Все, что не несет созидательной энергии, что не способствует эволюции и развитию жизни, постепенно уходит на переработку. Это похоже на работу природного механизма утилизации. Как в природе все отжившее проходит процесс разложения, прежде чем стать частью новой жизни. В мироздании действуют фундаментальные законы – самосохранения, равновесия, целостности и любви. Эти принципы подобны иммунной системе Вселенной. Они защищают сам процесс жизни от разрушения и деградации, работая автоматически и поддерживая необходимый баланс. Когда человек пытается установить контакт с духами или душами умерших, он фактически нарушает естественный процесс утилизации отработанных энергий. Представьте, что происходит при прорыве канализационной трубы. Нечистоты заполняют пространство, неся загрязнение и разрушение. Точно так же работают и практики вызывания духов. Они открывают доступ энергиям распада в нашу жизнь. Берт Хеллингер, основатель системных расстановок, отмечал: все, что ушло, должно оставаться в прошлом. Попытки вернуть или удержать то, что должно быть отпущено, приводят к серьезным нарушениям в системе жизни. Последствия таких практик могут быть разрушительными: потеря жизненной энергии, психические расстройства, разрушение отношений, проблемы со здоровьем и финансовые трудности. Это происходит потому, что нарушается естественный поток жизненной энергии. Любое нарушение природных законов приводит к последствиям и проблемам в жизни людей. Для защиты важно избегать любых практик общения с духами, уважать естественные циклы жизни и смерти, развивать осознанность и интуицию, следовать законам любви и уважения, поддерживать чистоту своего энергетического поля. Как говорил Николай Рерих, живая этика состоит в том, чтобы действовать в согласии с высшими законами мироздания, а не пытаться обойти их в поисках легких путей. Помните, все, что не несет созидательной энергии, подлежит естественной утилизации.
Попытки вмешаться в этот процесс через общение с духами или учителями подобны вскрытию канализации. Они приносят в вашу жизнь энергии разложения и распада. Выбирайте путь созидания, любви и уважения к естественным законам Вселенной. И, наконец, позвольте дополнить наш разговор важными цитатами из Библии, которые предостерегают об опасности общения с духами и оккультных практик. В книге Левит, глава 19, стих 31, прямо говорится: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них». Второзаконие 18:10-12 предупреждает еще более строго: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего, или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожие, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». В первой книге Царств 28:7-19 описывается история царя Саула, который обратился к волшебнице для вызова духа умершего пророка Самуила. Это привело к трагическим последствиям. Он потерял царство и жизнь. Исайя 8:19 задает риторический вопрос: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Эти древние предостережения полностью согласуются с современным пониманием законов мироздания и подтверждают важность соблюдения естественных границ между миром живых и мертвых. Первое послание к Коринфянам 10:21 подчеркивает: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Это метафорически указывает на невозможность совмещения чистой, созидательной энергии жизни с энергиями распада и разрушения. Эти библейские истины перекликаются с нашим пониманием универсальных законов Вселенной и подтверждают важность следования пути света, жизни и созидания.